Всем привет! Вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, в этом видео я буду изготавливать шестерни. Уже в очередной раз, не раз я показывал, как изготавливаю шестерни, но в этот раз я принял решение снова показать, как изготавливаю шестерню. Тому есть две причины. Первая из которых лежит вот здесь на столе. Нашел я на металлоприемке вот этот замечательный поворотный стол. Заплатил за него немыслимые деньги, 3100 рублей, 50 рублей за килограмм живого веса. Я не знаю, кто и зачем его сдал в металлоприемку. Осуждения нет никакого, иначе бы он здесь не появился. Просто хочется понять, зачем это было сделано. Почти нет люфта. Замечательный стол, Made in Bulgaria, 87 год выпуска. Так что изготовление шестерни будет более, так сказать, технологичным, в отличие от обычного. А вторая причина, мне просто нужна шестерня для токарного станка. Нет, не для этого, а для вот этого. Это тот самый легендарный станок, 3,5 года назад мне подаренный. Реставрация его, конечно, затянулась, причин тому было много. Основная проблема заключалась в том, что этот станок при транспортировке ранее был уронен на лицевую часть, и все ручки управления в большинстве своем были либо отломлены, либо согнуты, и почти все их пришлось поменять. Можно сравнить, что было и что стало. Ну и шестерню я буду делать, конечно, потому что полный комплект шестерен, могу ошибаться, но он примерно 16 шестерен. У меня всего их 7. Ну и все они нужны. Все они нужны, в процессе буду их изготавливать. Какие здесь основные были причины? Ну, заднюю бабку я показывал, она отбитая была. Плимб пришлось изготавливать, эта часть была совсем отломленная. Мне очень интересно, я станок подключил к частотнику, прислали добрые люди тоже, трехфазный. Стружку я на нем еще не пускал. Надеюсь, сегодня шестерню сделаем и посмотрим, насколько точен вот этот мой самодельный лимб. Патрон поставил на 200, был 160, тоже прислали добрые люди. Ну и помимо внешних повреждений пострадали еще внутренние органы по мелочи. Сейчас я покажу, раскручу вот эту часть. В гараже у меня инструмента не так много, замучился таскать из мастерской в гараж, поэтому решил приобрести себе вот такой наборчик. От компании Inforce 150 предметов, чтобы сразу один раз купил и на все случаи жизни хватило. Специальные насечки внутри торцевых головок позволяют откручивать даже поврежденный до 85% крепеж. Цельнометаллическая трещотка выдерживает высокие нагрузки. За счет быстросъемных механизмов на удлинителях торцевая головка произвольно не соскочит, пока ее сам не снимешь. Рукоятки отверток выполнены из полиуретана. Отличное сцепление и в то же время бензо- и маслостойкость. Inforce уверен в качестве наборов, поэтому гарантия пожизненная. Всего в ассортименте 13 наборов разных комплектаций. Сможете подобрать под ваши задачи. Это набор из 150 предметов. Отлично подойдет для обустройства мастерской и автолюбителей. А с промокодом Мехамозг у вас будет скидка 10% на все товары Inforce. Ссылку я оставлю в описании к видео. Ну вот можно видеть, вот эта деталь, она была сломана, и вторая часть утрачена. Какая она была, кто знает. Вот пришлось наугад делать, это, конечно, тут еще квест, она тем более несимметричная. Ну и вот таких вот нюансов в этом станке хватало. Они, к сожалению, отнимают очень много времени. А время это самый ценный у человека ресурс. На него мы никак повлиять не можем. Надеюсь, сейчас шестерню сделаем, и первую стружечку на станке мы все-таки сегодня пустим. Заготовкой для шестерни мне будет служить вот этот шкив, найденный на металлоприемке. Марка стали его неизвестна, зато по габаритам подходит очень даже хорошо. Чтобы было идеально, необходимо сточить все лишнее, что я сейчас и сделаю.
Поворотный стол установил на свой настольный сверлильный станок, несмотря на то, что он весит как половина сверлильного станка. И при помощи данной конструкции буду наносить на заготовку сверления симметричные сверления, которые впоследствии будут служить ориентиром для нарезания зубьев на шестерне. Передаточное число данного поворотного стола 90, то есть необходимо повернуть ручку 90 раз, чтобы стол сделал один полный оборот. Мне для моей шестерни необходимо 120 зубьев, поэтому каждый раз ручку я проворачиваю на 3/4 окружности. В принципе, ничего сложного. Для того, чтобы было проще, на делительном диске я выбрал наименьшее количество отверстий, 24. В принципе, можно выбрать большое количество вариантов. Главное, чтобы это количество отверстий на делительном диске делилось на 4. В принципе, все получилось. Далее, для того, чтобы на заготовке нарезать зубья, соорудил вот такую вот конструкцию из фрезерного приспособления и разных ненужных мне деталей, которые впоследствии доработал. Надеюсь, жесткости данного приспособления хватит, потому что шестерня это не последнее. Как это не удивительно, но все зубья у меня нарезать получилось, причем даже симметрично. Можно сказать, что шестерня готова, осталось только снять заусенцы и установить на токарный станок.
Наступает волнительный момент первого пуска после длительного простоя станка. А сразу же возникли какие-то стуки. Природу их я не выявил, но в процессе, я думаю, разберусь. Главное, что станок хорошо или плохо, но все-таки работает. И в процессе его работы уже можно выявлять какие-то недочеты и их устранять. Итак, первая стружка пущена. До этого стружку я не пускал. Стружка это вот сегодня наточенное событие, радостное, но с некой горечью. То, что стружку до этого я не пускал, тому есть свидетельство, то, что с лимбом я напутал. Как говорит народная китайская мудрость, порой и обезьяна падает с дерева. Что-то я напутал шагом резьбы винта, и давно я делал вот этот вот лимб, его вообще не было, он был отломлен, утрачен совсем. Я его изготавливал, одним словом, у меня деление 1 мм снимает 2 мм на детали. То есть полмиллиметра по лимбу, довольно точно, 0,02 погрешность, все точно размечено, но почему-то вот полмиллиметра снимает миллиметр на детали. Но при этом шестерня зачетная получилась, шестерня очень даже классная. Мне нравится. С делительным столом вот так можно изготавливать шестерни. Ну, когда-нибудь дорасту и до делительной головки. Ну что ж, надеюсь, видео было для вас полезным. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк. Всем творческих успехов. До новых встреч!